Привет! Меня зовут Антон Воржев, и я являюсь основателем экосистемы Ванкли. В данном видеоролике, как и во всех последующих видеороликах данного формата, я буду рассказывать, что происходит внутри экосистемы Ванкли, какие успехи у нас, какие трудности возникают на пути, ну и в целом вообще, как происходит развитие Ванкли. Буду делиться также различными темами, своим мировоззрением, буду рассказывать какие-либо мысли по поводу тех или иных моментов, ну и так далее. И главное, что мы сможем с вами общаться посредством комментариев. То есть вы можете писать свои комментарии под этим роликом, а я в следующих роликах буду отбирать самые важные и буду отвечать на эти комментарии. То есть вы можете писать свои вопросы, они могут быть разные. Это может быть как пожелания, какие-либо идеи, это может быть критика, и так далее. То есть пишите, и мы с вами будем становиться немножечко ближе, чтобы вы понимали в роли совладельцев, в роли участников экосистемы Ванкли, что происходит внутри экосистемы, и как вообще идут дела. Итак, начнем. Меня зовут Антон Воржев, как я уже представился, я проживаю на Филиппинах. Вот уже 7-й год мы живем в стране, где круглый год лето, и здесь же мы создаем уникальный стартап. Стартап чем уникален? Тем, что сама вся экосистема, это такой катализатор различных инструментов, различных сервисов в разных абсолютно направлениях. То есть это финансы, это обмен валют, это реклама, это франчайзинг, развитие своего бизнеса и так далее. То есть абсолютно любой тип аудитории сможет найти для себя свое направление, чем ему заняться и как на основе этой деятельности зарабатывать. И поехали, наверное, с самого главного сервиса, что такое обратно-валютный аукцион, потому что это первый сервис, который мы создаем и который вызывает самый больший интерес у наших участников. То есть, что это за сервис? Это сервис, где каждый человек, придя на сайт, либо открыв мобильное приложение, может купить деньги, то есть валюту, любую валюту, дешевле реальной рыночной стоимости. Это может быть $100, купленный за $95, либо же 1 биткоин, купленный за 0,77 биткоина, либо 500 евро, купленный за 450 евро. Разные суммы, разная валюта. И как это происходит? Человек, придя на сайт, он видит вот эти вот товары в виде валют, он видит $100 там наименование, либо же там 500 евро. Но он не видит рядом прайс, то есть есть стоимость, есть цена. То есть он не знает текущую стоимость данного лота. Рассмотрим, что происходит внутри системы и как это происходит, вот эта вся покупка денег дешевле рыночной стоимости, дешевле номинала. И происходит это благодаря математическому алгоритму и в связке с искусственным интеллектом, нейронным кодом. То есть вся наша вселенная, это математика, это цифры. И здесь также участвуют цифры, участвуют алгоритмы, формулы. И благодаря этому люди в работе, такой совместной работе, смогут покупать вот эти дешевые деньги, так сказать, в кавычках дешевые. И рассмотрим на примере лота в $100. То есть человек приходит, смотрит кнопочка аукцион, он заходит, видит перед собой товары, и система генерирует ему пустой кошелек. То есть изначально все лоты это пустые лоты с нулевым балансом. Кстати, что касаемо нашего мерчанта, об этом потом в других роликах буду тоже рассказывать. Итак, он приходит, система ему генерирует лот пустой, допустим, это долларовый кошелек, лот в $100, он смотрит, цена под вопросиком. То есть, чтобы узнать цену, то есть текущую цену этих $100, он нажимает на кнопочку «Посмотреть». И с него
за вот этот один просмотр, один клик, да, one click, just one click, как вы успели заметить, да, всего один клик, и за этот клик дается возможность приобрести вот эту вот валюту дешевую. Вот, и он нажимает на кнопочку «Посмотреть», с него списывается 1 point, который он может либо же купить, либо же заработать, да, и 1 point стоит 50 центов. Но что происходит внутри системы? Из этих 50 центов 20 центов идут на вот этот вот пустой созданный кошелек. То есть за счет вот этого клика формируется как раз таки разница ценовой, то есть разница в цене вот этой валюты. И представьте, когда приходит сразу на один лот, то есть клиентура может быть в тысячах, да, там в 10 тысячах, в сотнях тысяч. И, к примеру, сразу 100 человек в один момент пришли на данный лот в 100 долларов, да, и в одно время нажимают кнопочку «Посмотреть». То есть внутри системы сразу же моментально на этом кошельке 100 человек по 20 центов образуется 20 долларов. И первый, кто успевает нажать кнопочку «Купить», он приобретает вот этот лот, то есть вот эта кнопка «Посмотреть» после клика и списания одного поинта меняется на кнопочку «Купить». И как только он нажимает кнопочку «Купить», вот этот лот 100 за 80, да, уходит к нему в корзину. Он переходит в корзину, видит, что 100 долларов он может купить за 80. Выбирая любую платежную систему, он оплачивает эти 80 долларов. Да, что далее происходит? Вот эти 80 долларов, которые он оплатил, они поступают на этот кошелек, где уже лежит 20 долларов от кликов пользователей, да, и 100 долларов, то есть 80 плюс 20, 100 долларов возвращается ему на кошелек. И таким образом он приобретает прибыль, то есть он купил вот эту вот разницу, да, то есть как можно иначе сделать прибыль. То есть возьмем, например, вот эту кружку, я ее купил, либо же там у меня производство, да, я ее создал за 10 долларов, да, и пошел на рынок, продал ее за 13 долларов. То есть я заработал 3 доллара, то есть это моя ценовая разница, это моя прибыль. Да, то есть затрат на производство 10 и 3 доллара я зарабатываю. Но благодаря сервису обратный валютный аукцион человек приобретает прибыль здесь и сейчас, моментально. То есть зайдя на сайт, открыв мобильное приложение, он приобретает дешевые деньги. И таких вот лотов может быть просто огромное количество, и система, вот этот нейронный код, анализируя все действия пользователей, то есть он выбирает и смотрит, что делают пользователи, какие валюту они смотрят, да, какая цена там, да, более интересна людям, там 10 долларов, либо же 100, там, либо 1000, да, и формируя вот эти лоты, люди могут в неограниченном количестве покупать деньги. Это азартный сервис, где люди вот таким вот интересным, уникальным математическим образом покупают валюту. То есть такая некая финансовая игра. Вот. Но если человек, к примеру, хочет заработать, именно точно заработать и формировать бизнес на вот этой вот экосистеме, да, на вот этих всех сервисах, он может создать именно непосредственно свой бизнес внутри личного кабинета, открыв свой бэк-офис и зарабатывать с каждого клика своих клиентов, которые регистрируются по его инвайту. Да, то есть это уже я рассказываю о следующем сервисе под названием Networking. У нас есть еще один сервис, который мы также будем реализовывать. Это P2P Exchange, да, но об этом немножечко позже. Нетворкинг – это возможность наших участников стать партнерами экосистемы Ванкли и зарабатывать абсолютно со всех сервисов сразу же свой процент с разных действий клиентов и партнеров внутри системы. То есть представим Ванкли аукцион, да, человек кликает, да, и почему вот эти 50 центов, 20 идет на понижение, вот эти 20, они уходят партнеру, человеку, который решил строить бизнес, да, на нетворкинг, с каждого клика с любого пользователя. То есть человек сформировал команду,
он открыл бизнес в Англии, он пришел, сформировал команду, и с момента запуска, когда к нему приходят клиенты, да, то каждый клик, помимо того, что он может сам приобретать вот эту дешевую валюту, да, то он также может зарабатывать с каждого клика его клиентов и партнеров. И будут люди делиться на две категории, то есть партнеры и клиенты. И, к примеру, человек пришел, там, зарегистрировался, представим, вы пришли, зарегистрировались, да, у вас есть возможность приобретать дешевую валюту, да, когда-то повезло, там, когда-то не повезло, вот, но если же вы открываете бизнес, то здесь уже гарантированно вы начинаете зарабатывать с каждого клика. Далее это мы открываем сервис P2P, вы зарабатываете свой процент от ваших клиентов с каждого обмена. Далее мы открываем мерчант, и вы зарабатываете свой процент от продажи там вот этих вот брендированных товаров, потому что товары тоже будут разные. Мы будем создавать и крипто кошельки, мы будем создавать и там футболки, брендированные вещи, да, ну свой мерч. Вот, от всей экосистемы. Это такой генератор различных идей. То есть, если же там у вас есть какие-либо идеи, эти идеи также будут реализованы на платформе Ванкли, и этот сервис будет открыт. И каждый сервис, который будет открываться, да, он будет приносить прибыль. И вот эта вся прибыль, она будет распределяться по людям. То есть, это такой некий, некая такая экосистема, да, где будут взаимосвязаны многие люди между собой, да, и где будет формироваться прибыль. Кто-то будет заниматься только там торговлей на аукционе, да, участвовать именно в торгах, кто-то будет развивать свой бизнес в Англии, кто-то будет открывать филиалы в Англии, да, по любому абсолютно региону, открывать свои филиалы, продавать различные товары, зарабатывать абсолютно с каждого действия своих клиентов, да, и этих сервисов будет очень много, потому что уже сейчас сервисов, идей сервисов у нас прописано до 2025 года. И помимо вот этого обратного валютного аукциона, у нас есть идеи уже других разновидностей аукционов, они также связаны с финансами, да, с азартом, и будет 5 подвидов. Это будут разные аукционы. Человек придет, нажмет кнопочку там в меню аукционы, либо же там откроет приложение, увидит раздел аукционы и сможет выбрать какой-либо подвид, который ему больше всего нравится. То есть мы, по сути, создаем новое направление, новую индустрию, потому что данной идеей в плане экосистемы сервисов уникальных, финансовых, там, да, валютных еще не было ни на зарубежном рынке, ни на русскоязычном рынке. То есть это новое направление мы вносим в интернет-пространство. Это очень классно, это такая некая финансовая инновация, да, в каком-то стиле, но чтобы создать вот это все, что я рассказал, ее нужно создать, вот эту всю экосистему. Как мы будем создавать вот эту экосистему и что мы будем делать, да, то есть сейчас уже на данном этапе вот это приложение, за которое я вам рассказывал, сейчас я покажу, оно уже создано. То есть сам алгоритм и сам искусственный интеллект, он уже написан. То есть сейчас я покажу, как выглядит. То есть это вот такое вот приложение, надеюсь, видно. Да, это мобильное приложение, также это веб-версия. И внутри этого приложения, то есть авторизовавшись, вы будете видеть как раз таки вот эти вот подвиды сервисов. То есть это аукцион, это обменник, там это нетворкинг, где вы можете бизнес открыть, да, и другие сервисы, которые прописаны, но мы их будем представлять дальше, то есть поэтапно, по шагам, и вы будете видеть, что это за сервисы, это все классные уникальные идеи, да, некоторые идеи уже есть на рынке, но они также имеют свою какую-то уникальность, свою изюминку, да, которой еще не было и никто не реализовывал. И представьте вот такое вот огромная экосистема, где каждый человек найдет свое, где каждый человек найдет свой заработок. И сейчас идет тот период, когда все это только создается. Но как мы это создаем? Мы создаем это посредством краудфандинга. Что такое краудфандинг? Краудфандинг – это такая штука, когда человек, имея какую-либо идею, выносит ее на
публику, и публика уже помогает создавать эту идею своими средствами. Но в Анкле мы подошли немножечко с другим подходом. Да. У нас есть идея. Да. Эту идею я придумал в 2016 году, и за все это время она формировалась, наполнялась, добавлялись какие-то маркетинговые инструменты, да, регистрировались новые участники, да, увеличилась наша команда. И мы предлагаем посредством вот этого краудфандинга стать совладельцем всей экосистемы. То есть, что это значит? Вы приходите, регистрируетесь на сайте, да, и вы можете купить свою долю вот этого огромного бизнеса, получая прибыль абсолютно со всех сервисов вместе взятых. То есть вы приобретаете свою долю, и каждая доля это определенный процент от этого бизнеса, процент прибыли. Вот. И приобрев свою долю в этой экосистеме, вы будете ежемесячно на протяжении всей жизни этой экосистемы получать свою прибыль каждый месяц, которая будет расти пропорционально развитию и росту всей экосистемы в Анкле. То есть представим аукцион, да, то есть если вы клиент, вы покупаете лоты, да, если вы партнер, вы развиваете свой бизнес, другие клиенты кликают, вы получаете с кликов какие-то определенные средства, да. Но если вы дольщик, вы гарантированно получаете деньги абсолютно со всей экосистемы, с каждого сервиса, из кликов, из обменов, и с активации бизнес-пакетов в нетворкинге, да, из продажи брендовых вещей. То есть вы становитесь совладельцем большого, огромного бизнеса в Анкле, который сейчас реализуется. И реализуется он благодаря вам, благодаря инвесторам, благодаря дольщикам, которые покупают вот эту долю. И благодаря вот этому финансированию мы шаг за шагом создаем экосистему в Анкле. И вот как раз таки мы создали уже мобильное приложение, которое есть на iOS, на Android. Мы реализовали уже веб-версию, но что нам осталось, чтобы это все запустить? Нам нужно развить эту идею, развить наш сервис на международный и русскоязычный рынок. Давайте пойдем по плану, да, я вам расскажу в целом, на каком мы этапе сейчас находимся, да, и что у нас было за 2020 год, какие вообще у нас проблемы и сложности возникли, да, и почему у нас затянулась разработка. То есть мы хотели изначально и планировали это сделать все намного быстрее, но поняли, что в процессе, когда вот мы создавали и писали этот нейронный скрипт, это требует гораздо больше финансирования, гораздо больше ресурсов. И в связи с тем, что в 2020 году, как мы все знаем, у нас начался ковид, финансирование упало, и вот этот вот, как сказать, к примеру, сам факт, приходят деньги, да, они приходят маленькими порциями в длительный промежуток времени. И вот пока мы работаем, создаем вот этот вот сервис, да, пишем вот этот искусственный интеллект, вот эти средства, которые заходят маленькими траншами, они растрачиваются, то что-то на сервис, там $1500 ушло на сервис, что-то на зарплаты сотрудникам, что-то на аренду офиса, да. И вот эти вот операционные расходы, они по сути жирают вот эти вот маленькие транши. Что же происходит, когда приходит большая сумма? То есть большую сумму мы можем уже сразу распределить на различные этапы развития в Англии. То есть часть средств уходит сразу на маркетинг, часть средств на зарплаты. И если бы в 2020 году, да, мы не вкладывали все деньги в разработку, мы вкладывали бы часть, то есть половину средств в разработку и половину средств в маркетинг, то мы бы двигались намного быстрее, даже несмотря на тот же ковид. Это была как раз таки та ошибка, которую мы усвоили, да, и получили опыт за 2020 год. Да, у нас не развит отдел маркетинга, потому что изначально мы все силы просто взяли и положили на разработку. В 2021 году, сейчас уже имея прототип и имея готовую версию продукта, нам осталось сейчас просто взять, начать масштабный маркетинг, да, и выйти на русскоязычный, на международный рынок. И вот тогда, когда у нас уже будет достаточное количество
клиентов и партнеров, когда это будет уже массово, да, чтобы имя Вантли уже знали практически везде. То есть тогда мы сможем объявить старт, и уже имея определенную сумму на руках, мы сможем рассчитать наши шаги, то есть и назначить определенную дату старта. То есть мы обозначаем день запуска и готовимся, соответственно, все вместе к этому дню. Да? Но сейчас, когда вот в 2020 году начался вот этот вот период кризиса, да, многие люди потеряли средства, многие люди потеряли там бизнесы, да, ну, то есть у всех, мне кажется, всех затронул этот период. Да, соответственно, у нас тоже уровень инвестиций снизился, и исходя вот из вот этих вот маленьких сумм, маленькими шажочками, месяц за месяцем, то есть у нас также снизилось количество сотрудников, да, которое у нас работало. То есть у нас команда доходила там до 30 человек. Сейчас у нас работает около 15 человек, да. То есть это все повлияло сильно на сроки развития. Вот. Но 2021 год, да, мы, имея вот этот прототип, имея вот этот опыт, да, багаж знаний, потому что сложностей в 2020 году было довольно-таки много. То есть вот эта вот операционка сжирала, по сути, основную часть средств, которая к нам заходила. Если бы это вот пришел какой-либо крупный инвестор и инвестировал сразу большую сумму, да, большой транш, то, естественно, мы двигались бы быстрее. Допустим, мы платим в течение месяца там за сервер, да, мы платим там за бэкэнд, фронтенд разработчикам, мы платим там на дизайнеров, верстальщиков, да, на маркетинг, какие-то оплаты там офиса, там коммунальных услуг, там этих счетов за свет, счетов за воду и так далее и тому подобное, да, то есть мы сразу можем планировать, мы сразу можем разбивать, и это все происходит, естественно, все намного быстрее. Но то, что получилось, то получилось, да, то есть у нас как бы разработка вышла из планов, вышла из нашего дедлайна, который мы изначально себе устанавливали, но мы не говорили точно, когда будет старт, потому что мы сами не знали, когда будет запуск. И вот 2021 год как раз таки мы планируем, что именно в этом году мы сможем запуститься, найдя крупного инвестора, ну и также найдя вот именно необходимую сумму, благодаря всем вам, благодаря всем дольщикам, да, которые, приобретая долю, становятся совладельцами. И вот так вот маленькими шагами по крупице мы собираем нужную сумму и запускаем всю вот эту вот экосистему. Да, и здесь как бы работает вот эта вот идея, ну секундочку, работает идея с миру по нитке. То есть изначально, когда я придумал эту идею, да, я думал, чтобы такое вот создать, чтобы вот играла важную роль именно массовость. Когда приходит большое количество людей и представим там 1 миллион человек, да, и 1 миллион человек всего лишь там по разику кликнет, да, всего лишь по разику. Внутри системы это миллионы долларов. Но для одного человека, если смотреть конкретно на одного человека, для него ничто, ну, 50 центов, да, там, клик потратил, думает, бац, что-то не понравилось, ему ушел. Если он кликнул, ему понравилось, он продолжает кликать, покупает эти лотики, да. То есть в этом в сервисе, да, и вообще в целом в экосистеме работает вот этот вот принцип с миру по нитке, где за счет маленьких действий происходят большие заработки. И что я хочу сказать далее. Пройдя вот эти все сложности, да, так или иначе мы закончили то, что мы хотели. Мы закончили приложение Вантли, то есть оно реализовано уже на 90%. Осталось именно доделать некоторые внешние моменты, да, но это уже не требует там большого количества времени, потому что основную часть времени это, естественно, занимал искусственный интеллект, потому что это очень сложный код, да, и он как бы у нас отнял большую часть. И, как вы уже понимаете, исходя из маленьких траншев, да, исходя вот этих вот операционных расходов, мы старались, пройдя вот эти все сложности, там вот эти вот внешние какие-то оплаты, мы работали
день и ночь работали, но в итоге мы создали вот этот вот прототип продукта. Мобильное приложение, веб-версию, и скоро это приложение выйдет также на компьютеры. Вот, и 2021 год тот, когда мы сможем уже представить миру наш продукт, вот эту вот уникальную идею, да, и просто открыть двери, сказав: ребята, мы запускаемся. А далее уже люди сами будут выбирать для себя, кем стать, либо же клиентом, либо же партнером, либо же инвестором, приобретя доли и получая ежемесячно прибыль со всей экосистемы, либо же становясь партнером, он будет получать деньги со своей команды, либо же становясь клиентом, он будет либо же участвовать в аукционе, да, торгуя, приобретая лотики, либо же он там будет участвовать в обмене валютам, создавая свои обменники, либо же это открытие мерчантов, как я уже сказал, да, и далее будет много сервисов, они также интересны. Это software, то есть программное обеспечение для офисов и компаний, да, также есть образовательные сервисы. И в целом вся экосистема, она уже сформировалась некая комьюнити таких людей, которые могут, придя на платформу, развиваться как в финансовом плане, так и в интеллектуальном плане. Изначально вот в корень внутри вот этого проекта заложен принцип заработать деньги и жить свободно так, как сейчас живем мы. Например, вот живя на Филиппинах, да, до этого я сменил множество работ. Это были работы в виде там грузчика, автомойщика, заправщика, много чего на самом деле я пережил. И вот когда началась война в 2014 году, я улетел, взяв с собой ноутбук, и для меня вот именно вот этот ноутбук, да, был единственным инструментом, который может мне помочь выжить в другой стране, в Азии. Да, я был в Азии, и далее можете почитать отдельно мою историю, да, что происходило у меня в Азии, когда я только прилетел. Я оставлю ссылочку под этим роликом в описании, можете почитать. Да, но суть в том, что имея только ноутбук, да, вы выходите в интернет-пространство, а в интернет-пространстве уже просто огромное, колоссальнейшее количество возможностей, да, и вот как раз таки создав вот эту платформу Ванкли, вы будете иметь возможность зарабатывать удаленно, зарабатывать, да, получая прибыль, ежемесячную прибыль, и жить свободно, то есть путешествовать, развиваться, да, путешествовать вместе со своей семьей, либо же просто взять в один момент, переехать в другую страну, там на Филиппины, либо там в Европу, Америку, куда угодно, и жить свободно, потому что мы живем сейчас в таком мире, где либо ты живешь, работаешь на себя, да, создаешь какой-то бизнес, вот, либо же ты работаешь на дядю, на зарплату, где имеешь ограниченные всегда возможности, а работая на кого-то, да, это в 90% случаев жизнь всегда она однообразна. То есть вы работаете, получаете, вы едете там в отпуск на 1 месяц, там, да, потом возвращаетесь, и все. Каждый день как день сурка, да, вы работаете, там, спите, кушаете, работаете, спите, кушаете, но жизнь, она ведь дана для другого, она дана для развития, она дана для созидания и получения крутых, классных эмоций, а эмоции дают, естественно, финансы, естественно, средства. И вот именно экосистема Ванкли, она нацелена на финансовое развитие, на интеллектуальное развитие и на смену мировоззрения вообще в жизни, потому что много сложностей пройдя, вы всегда обретете успех и добьетесь всех своих целей. И главная штука в жизни — просто не останавливаться ни на каких сложностях, не останавливаться ни на каких проблемах, потому что сами представьте свою жизнь, да, представьте, сколько бы проблем у вас не было, вы всегда преодолевали эти препятствия. Абсолютно всегда вы решали, так или иначе, решали какую-либо проблему, которая у вас была в жизни. Да, и, соответственно,
если брать вот этот вот принцип, да, вот это вот правило, что все проблемы решаемы, то есть нет смысла волноваться и париться об этих проблемах, нет смысла думать, что у вас что-то не получится. Если вы всегда работаете, действуете, преодолеваете вот эти препятствия, у вас всегда все получится. Соответственно, и с идеей Ванкли она также получится. Мы ее реализуем и добьемся того, чего мы хотим, добьемся всех планов, которые мы себе прописали. И поверьте, о Ванкли, о всей экосистеме узнают просто огромнейшее количество людей, и благодаря вот этой всей массовости эта экосистема будет развиваться как снежный ком, все больше, больше, больше с каждым месяцем. И даже сейчас на этапе разработки, да, когда мы каждый день работаем, каждый день о нас узнают все больше и больше новых участников, и это классно. Итак, далее. Всех интересует вопрос, как зарабатывать на данный момент, да, пока идет разработка. Естественно, все хотят, чтобы заработки шли уже прямо сейчас, да, пассивный доход ежемесячный именно с запущенных сервисов Ванкли, но нужно все создать, чтобы это приносило прибыль. И пока мы разрабатываем продукт, да, то есть пока мы ждем запуска и принимаем абсолютно все усилия для того, чтобы о нас узнало как можно большее количество людей, да, вы можете зарабатывать на реферальной программе. То есть мы внедрили реферальную программу на то, что когда человек приходит и распространяет свой инвайт, новые инвесторы, которые приобретают доли по своему инвайту, да, они покупают доли, свой определенный процент, а вы, как человек, который зарегистрировал этого инвестора по своему инвайту, получает свой процент прибыли. То есть сейчас процент прибыли от продажи долей 15%. Помимо этого, доли вы можете зарабатывать также бесплатным образом, то есть выполняя различные задания. Это все описано у нас на сайте. Почитайте, там очень много различной информации. Да, но пока что вот есть реферальная программа в плане заработка, вот, а пассивный доход, естественно, пойдет уже после запуска. Да, сейчас интернет кишит просто различными сомнительного типа проектами, которые открываются, закрываются, открываются, закрываются, и после себя оставляет большое количество людей, которые понесли финансовые потери. Этих людей огромное количество, это такая большая ниша на таких вот проектах, да, клепаются, но они платят ежедневный какой-то там ежемесячный процент. Вот, но у вас всегда будет оставаться выбор. То есть вы можете зайти в такого рода сомнительные проекты, да, инвестировать какую-то определенную сумму средств, да, имея риск под то, что вы потеряете 50 на 50, либо вы что-то заработаете, либо вы потеряете, риск и всегда будет 50 на 50, как казино. Вот. Но либо вы инвестируете, вы получаете там свой какой-то определенный процент, если получаете, да, и получив процент, на этом, ну все, на этом история завершается. Либо же вы инвестируете, ждете определенный промежуток времени, то есть инвестируете в Ванкли. Вот, сейчас вы ничего не получаете, пока это все разрабатывается, но потом вы получаете постоянно, каждый месяц, и на этом история не заканчивается. Вы, по сути, обеспечиваете себе какое-то дальнейшее будущее, да, и в этом как раз таки сейчас основная проблема русскоязычного интернет-пространства, да, поскольку вот из-за вот этих вот проектов, да, как мы их называем, паразиты на теле интернет-пространства, да, они как раз губят доверие людей, которые приходят, да, и слушая речи именно основателей подобных проектов, да, это, естественно, очень все лицемерно выглядит, да, когда человек приходит, он верит этому человеку, и в итоге, инвестируя большую сумму денег, он теряет ее, и, соответственно, из-за этого доверие все падает, все мошенничество, все
очень хорошие люди и так далее. И в целом у людей в голове сформировалась такая картина, что любой интернет-проект в интернете это мошенничество. Вас кинут, не верю, покажи сначала деньги, потом поговорим, да, и так далее. То есть это уже такое как бы сформированное мнение, ну такое каменное уже просто. Но представьте, когда вот выходит проект, который технически не может закрыться, который действительно с чистыми намерениями выходит в свет, да, где каждый человек, захотя это, может себе создать бизнес, может зарабатывать, и в любом случае он заработает, если захочет и выберет направление, допустим, того же партнерства, допустим, тех же возможностей в плане инвестирования, да, быть дольщиком. Но сам проект и сама экосистема в Англии, она не может закрыться в техническом плане, да, если даже все уйдут с платформы. Просто нейронный скрипт, он не будет генерировать новые лоты, не будет открывать новые сделки в P2P Exchange, да, не будет активировать новые пакеты там в том же нетворкинге. Да, то есть сама экосистема в Англии, она, можно сказать, бессмертна. Да, как бы это громко не звучало. То есть в каком плане бессмертна? То есть мы, вот как люди, мы, естественно, вот работаем, да, появилась идея, мы открыли идею, появилась новая идея, мы запускаем новую идею. И все это происходит в единой экосистеме, в целостной, то есть в целостной компании в Англии, да. И даже если там представить такую ситуацию, что планеты как-то так сошлись, и что у нас терпят неудачу там все сервисы, там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, но мы не остановимся до тех пор, пока наш какой-либо сервис не выстрелит, какой-либо сервис не начнет приносить какие-то результаты, да. И как только какой-либо сервис начнет приносить результаты, начнет приносить прибыль, да, естественно, будут открываться еще более новые сервисы. И вот этот вот сервис, который несет прибыль, он будет благодаря себе, да, обеспечивать финансами, то есть, так сказать, делая финансовую подушку безопасности для других проектов, вот для других сервисов, у которых дела не очень. Да, и в целом, если посмотреть, да, вот эта вся экосистема, она будет развиваться, вот как именно развивается наша вселенная, да, нейрончиками, то есть создаваясь новыми, наполняясь новыми сервисами и взаимодополняя друг друга, где вся общая единая прибыль, она как бы сходит в единый котел, да, и все дольщики, которые вокруг всего, которые инвестировали свои средства, помогли этой системе запуститься, будут получать как раз таки с этого котла постоянные средства. И здесь как раз таки стоит выбор, то ли вам инвестировать на долгосрок в единый проект, который будет вас кормить постоянно, то ли же инвестировать, заработать какую-либо прибыль в месяц, да, но в итоге все это развалится, закроется, да, и опять же говоря об этих проектах сомнительного типа, да, в таких проектах вы не сможете развиваться на полную, да, то есть если вы взяли какую-то компанию под свое крыло, вы начинаете развивать этот бренд, да, но вы уже подсознательно понимаете, что этот бренд, он скоро развалится, он скоро будет чем-то постыдным, и его нужно просто стереть. Работая в Англии, в экосистеме, вы, беря бренд вот этот вот в Англии, да, одевая футболку с логотипом в Англии, вы можете понимать, что вот этот логотип, это уже гранит. Это тот камень, который невозможно разрушить, который будет только расти, который будет только развиваться, в который будет приходить все больше людей, и вам уже будет не стыдно открывать там те же офисы, те же филиалы, и не боясь, что в любой момент это все может накрыться. То есть именно в этом вся вот именно суть безрисковости данной идеи, да. В любом случае, как бы риски, они присутствуют везде, как бы любой стартап, это, ну,
понятное дело, риски. Любой бизнес это риски, да, и вся наша жизнь, как бы, ну, без рисков она скучна. То есть в любом случае, чтобы что-то создать, обратя внимание там вокруг, что вас окружает, любой предмет это чей-то бизнес, это чья-то идея, это чья-то мысль, оно появилось ниоткуда, и человек, когда это создавал, он рисковал, он думал так, создать либо не создать. Если он не рискует, этого не появится, этого не будет существовать никогда. Вот. Здесь же то же самое. Мы рискуем, мы создаем и берем на себя ответственность создавать именно вот такую вот огромную платформу. Но почему можно говорить о безрисковости? Мы будем работать до тех пор, пока не получим результат. И сейчас единственная жертва во всей экосистеме это, естественно, сроки, да, но по факту уже если, да, произошло, долго разрабатывается, да, там, если сравнить какой-то, допустим, вот сейчас вышла популярная игра Cyberpunk, да, она создавалась 8 лет, и даже вот пройдя вот этот вот период 8-летний, инвесторы очень сильно торопили вообще разработчиков, организаторов быстрее запускаться. Вот уже пора, в принципе, да, ну 8 лет как бы огромный срок, нужно уже получать прибыль, нужно уже зарабатывать, да, и от этого давления разработчики запускают игру, выпускают ее массово в свет, и игра была наполнена просто большим количеством багов, ошибок, и из-за этого она понесла огромные убытки, то есть она не смогла развиться ни на платформах там PlayStation, ни на Xbox. С платформы PlayStation Store, да, ее вообще удалили, то есть нельзя купить. Многие начали требовать возврат средств, которые инвестировали и покупали игру по предзаказу. И все, по сути, как бы проект классный, проект очень крутой, 8 лет трудов. Это огромные деньги, это огромная команда работала над этим, да. Но из-за вот этого давления, да, из-за того, что вот сроки быстрее надо все это делать, да, как бы вот эта идея сошла на нет. В любом случае игра разовьется, да, там все сложности, как я уже сказал, да, они преодолеваются. Но вот что повлияло в плане этого давления, да, и мы, смотря на вот это вот все, понимаем, что пускай сейчас вот это вот, пройдя вот эту критику, да, там, допустим, долгой разработки, да, мы лучше поработаем, пускай дольше, но мы выпустим качественный продукт с большой аудиторией на старте, потому что чем больше ажиотаж, чем больше людей будет на старте, тем больше будет выхлоп, тем больше будет результат, и тогда уже можно сказать, что да, вот этот проект успешный, вот, нежели от давления выпустить полуготовый продукт, когда мало людей, когда люди приходят, там кликают, цена очень медленно понижается, там и там далее, тому подобное, да, эффект вау пропадает полностью. Вот этот вот ажиотаж, который был на моменте предстарта, тоже начинает снижаться и все затухает. Естественно, мы этого не допустим, и смотря там на опыт других проектов, мы сделаем правильно. Сейчас уже как раз пройдя весь срок, если убрать вот это все предыдущее ожидание, по факту здесь и сейчас на 2021 год мы имеем уже готовый продукт, да, прототип, который все, осталось только презентовать людям, рассказывать о нем, показывать его, презентовать. Мы будем также реализовывать различные презентации, как только закончится эта эпидемия ковида, да, мы будем рассказывать и презентовать наш продукт инвесторам, и в любом случае настанет тот день, когда нам зайдет большой транш от какого-либо инвестора, да. Сейчас заходят, допустим, маленькие транши, кто насколько может, да, тот приобретает себе долей. Вот, настанет день, когда мы выберем инвестора, договоримся с ним, там, всех будут устраивать условия, да, получим большой транш, и все, и тогда мы будем понимать, когда уже назначать дату запуска, чтобы вписаться в эти дедлайны. А когда приходят маленькие транши, очень сложно придумать какой-то дедлайн, поэтому мы все время говорим там ориентировочно какие-либо кварталы, но мы сами не можем сказать, чтобы не оплошать, да, и не выпустить там полуготовый продукт, вот, чтобы
все было на высшем уровне, потому что главный вот слоган Ванкли, да, Ванкли — это стабильность, безупречность, гордость. И мы следуем этим всем трем словам, да, трем качествам. И абсолютно весь проект, весь сайт — это полностью уникальное творение вот большой команды людей. Каждая буковка, каждый дизайн, там, текст, каждый скрипт, каждый алгоритмик — это все уникальное творение, и этот проект наполнен душой и любовью, да, как есть такой стих: душу и тело мы положим за нашу свободу, да, я сам с Украины, вот, но это как раз таки вот говорит о том, что душу и тело мы положим за нашу свободу, создадим Ванкли, и как раз таки те люди, которые захотят к нам присоединиться, захотят работать с нами, они как раз таки обретут эту свободу финансовую, да, и начнут именно жить полной жизнью, потому что, добившись этого, я могу сказать точно и уверенно: такую жизнь сделать легко, если вы захотите этого, если вы будете верить и если вы будете всегда идти, несмотря ни на что, преодолевая любые сложности, потому что жизнь — это как игра, есть миссии, и если вы не пройдете миссию, вы никогда не перейдете на следующие. И также в игре, не останавливаясь, вы знаете, что есть прохождение миссии, вы перейдете на следующий уровень, ваш левел растет, вы получаете опыт. И вот как раз таки 2020, тот опыт, который мы получили, мы сейчас в 2021 становимся мудрее, мы стали сильнее, да, получив этот опыт, смотря на опыт других компаний, мы знаем сейчас, как действовать. И мы готовы действовать. Мы сейчас как раз таки выходим, прописали уже полный план, как двигаться дальше, да, и сейчас, естественно, мы нуждаемся в вашей поддержке, да, потому что Ванкли — это люди. Благодаря вам, благодаря вашим инвестициям, благодаря вашей моральной поддержке, да, словесной, мы растем, мы развиваемся, Ванкли становится больше, и каждый вклад, каждый доллар Ванкли создает какую-то там часть кода, да, какую-то там картиночку, либо еще что-то. То есть благодаря взаимосвязке вот именно большого количества людей экосистема растет, как растет наша вселенная. Вот, и это классно, я выражаю огромную благодарность всем, кто уже с нами, и буду рад приветствовать всех новых участников, новых инвесторов, которые только-только изучают идею и зайдут к нам. И я очень рекомендую, изучите идею. Сейчас перейдите на вот этот вот сайт vankly.com, перейдите в раздел «Идея Ванкли» и прочитайте. Вы узнаете, что такое идея, вы узнаете возможности, перспективы этой идеи, да, и присоединяясь к нам, вы просто можете быть спокойным за то, что у вас будет какой-то источник, финансовый источник на ваше будущее, да, потому что будущее непредсказуемо, оно меняется очень сильно, видите, какие-то эпидемии, там, зомби-апокалипсисы, там, войны, какие-то гражданские там и прочее, и это очень опасно именно в текущий век, когда интернет развивается. Такое проект, такая экосистема, такой комьюнити просто необходимо. Комьюнити, которая генерирует сервисы, которая по сути генерирует свободу, финансы и новую жизнь. Вот, так что, наверное, на этом я завершу ролик, да. В следующих роликах я подробно буду рассказывать вам о планах, да, также мы немножечко еще затронем тему рисков, да, почему компания не может закрыться, да, также подробно расскажу сервисы, которые планируются открываться в будущем, да, ну и вообще буду рассказывать абсолютно все, что происходит внутри экосистемы, да, и будем также затрагивать другие какие-либо темы и отвечать на ваши вопросы, которые вы будете писать в комментариях. Вот пишите комментарии, спрашивайте, мы всегда открыты, скрывать нечего, потому что Ванкли — это проект с чистой энергетикой, и его ждет абсолютный успех, потому что любое дело с чистой энергетикой и с чистыми намерениями, оно будет расти и будет развиваться. А вот это вот все темное, нехорошее, с негативом, где основатели думают только о своем кармане, всегда рано или поздно проваливается и уходит в небытие.
Здесь же такого не случится. Поэтому спасибо, друзья, за то, что вы с нами. Пишите комментарии, подписывайтесь на наши видео, да, подписывайтесь на наш канал Ванкли. Лайкайте, дизлайкайте, ставьте колокольчики, да, вот, и мы будем рады ответить на каждый ваш вопрос, который вы напишите. Спасибо, работаем дальше. 2021, уверен, это год открытия дверей, так сказать, имея весь багаж знаний, весь опыт, мы выйдем в свет и о нас узнают многие. Спасибо всем. Пока-пока, ждите новые ролики. До встречи.